Алексей настоящий патриот своей страны, и он свободно владеет казахским языком. До карантина музыкант активно гастролировал по всей стране и собирал полные залы. Но путь Алексея Лодочникова к славе был тернист. В 3-летнем возрасте он остался без родителей и воспитывался в Качирском детском доме. Местные воспитатели, обнаружив у мальчишки талант, начали усиленно заниматься с ним музыкой. «Меня с детства привлекала домбра», — говорит Алексей. «И я сам в 7 лет записался в кружок домбристов». Позже поступил в музыкальный колледж-интернат для одаренных детей в Павлодаре. Солай қазақ тілін меңгеріп, мен 1-ші сыныпқа осы тілді жетік меңгере барып, кейін домбыра үйірмесіне жазылдым. 6-шы сыныпта мен ауылдан қалаға музыкалық мектепке түстім. Балалық шағымда домбырамен ойнаймын деп, қазақ тілінде сөйлеймін деп, осындай бір арнайы жоспар болған жоқ. 6-шы сыныптан бастап, бұл елімізде өте керемет қазақ тілін білу, әсіресе менің өзге ұлт өкілі болғандықтан, осындай мемлекеттік тілді білу өте керемет. Репертуар Алексея Лодочникова насчитывает более 50 казахских песен, а также 20 кюев. Сейчас парень пишет книгу. Алексей Лодочников не выпускает домбру из рук уже 15 лет, исполняя казахские песни. Молодой виртуоз талантливо передает грани казахского фольклора и берет за душу самых взыскательных слушателей. Алексей – званый гость не только среди высокопоставленных лиц, но и на казахских тоях в глубинке. 20-летний юноша успел несколько раз встретиться с президентом, войти в 100 новых лиц Казахстана и выступить на одной сцене с Димашем. Если бы не детский дом, я бы вряд ли бы знал казахский язык, вряд ли бы я играл на домбре и вообще вряд ли бы я стоял бы на большой сцене с Димашем Кудайбергеновым, выступал бы перед Елбасы. Алексей Лодочников, возраст 22 года, учится в Павлодарском государственном университете имени Турайгырова. Музыкант, играет на домбре, сочиняет песни. В качестве актера принимал участие в съемках сериала, победитель национального проекта «100 новых лиц Казахстана». На сцене Алексей Лодочников начал осваиваться с детства. Сначала была череда районных, областных и республиканских конкурсов, а затем и приглашение выступить на открытии музыкальной школы в Экибастузе, куда с рабочим визитом приехал президент. В 2012 году я выступил впервые перед Нурсултаном Абишевичем. Как-то я к этому мероприятию отнесся спокойно, тем более, что стоял я на сцене, на нас падал свет, и мы практически никого не видели. Тогда я уже закончил 9 классов в музыкальной школе. В 2016 году президент вновь приехал в Павлодарскую область, где я принял участие на его встрече с общественностью. Мен тағдырдың жазуымен Қашыр аудандық балалар үйінде тәрбиелендім. Сіз мен сияқты мыңдаған балаға әке орнына әке болып келесіз. Әр баланың аңсаған арманы болады, ал менің арманым бүгін орындалды. Бұл сізбен кездесу. Мен қазір музыкалық колледжде оқимын. Әйгілі әнші атамыз Сәміре Қашаубаев 1925 жылы Париждегі өткен экспо көрмесінде Балқадиша әнін орындаған. Келер жылы Астана экспода мен де сол Там я рассказал о своей давней мечте, что хотел исполнить перед ним песню о Акан-Серы, Балқадиша. Он сказал: если мне понравится, как ты споешь, я тебя приглашу в Астану на мероприятие, вспоминает Алексей.
Көзедін обырайдың балға диша, бұралған белін нәзік, ұшырдың талға диша. Сексен қыз серуенге шықса дағы, ішінде шолпан жұлдыз, жарығым сен қадиша. Молодец. Ну, дальнейшее слово дается только тем, кто будет петь. И президент свое слово сдержал. Алексея пригласили выступить на форуме Ассамблеи народа Казахстана, где юноше посчастливилось петь дуэтом с тогда еще малоизвестным Димашем Кудайбергеном. В 1925 году Амрия Кашаубаев спел эту песню во Франции на Всемирном этнофестивале и занял второе место, стал серебряным призером мира. В начале звучит запись этого выступления. Согласитесь, что есть такие песни, которые заслуживают отдельного внимания. Димаш тогда только отправлялся на конкурс, и так популярен не был. Я видел его талант и хороший потенциал, и был очень рад, что познакомился с ним. Я горжусь им, и всегда с гордостью говорю, что я стоял с ним на одной сцене. Он очень простой и скромный человек, несмотря на свой талант. К сожалению, у нас не было возможности познакомиться поближе, но я до сих пор пересматриваю видео нашего совместного выступления, и надеюсь, что это не последний наш дуэт, признается дамбрист. Также Алексей и Димаш Кудайберген приняли участие в праздничном концерте, посвященный 25-й сессии Ассамблеи народов Казахстана в 2017 году. Жайнақ
2017 году Алексей Лодочников вошел в проект «100 новых лиц Казахстана». Я даже не знаю, кто меня туда подал. Мне позвонили, сказали, что сейчас идет этап голосования, и я в проекте. Мы начали подключать всех своих друзей, чтобы голосовали, и благо, я набрал хорошие голоса и вошел в этот проект. Многие думают, что проект дает известность и деньги. Нет, это небольшой аванс. Мы тебя представили, а дальше ты сам. Я занимаюсь своим любимым делом не ради того, чтобы попасть в какой-то проект, говорит Алексей. Сейчас он продолжает вести активную общественную деятельность, встречается с молодежью, студентами и школьниками. Занимается благотворительностью. Я очень благодарна за работу Ельбасы. Вот нам привезли продукты. Очень приятно, конечно. Спасибо вам большое. Так не бывает, что ты популярен всю жизнь. Это в какой-то момент прекращается. Сейчас я сам стараюсь продвигать себя. Прошлым летом я дал 12 сольных концертов по Павлодарской области, и в 2 городах. Приходит в основном старшее поколение, но есть среди зрителей и молодежь, рассказывает он. Алексей активно ведет социальные сети, где выкладывает как свои, так и других авторов популярные произведения. Всем девчонкам посвящается. Ссылки на страницы социальных сетей Алексея Лодочникова будут в описании под видео. PlayStation, Sensation, Bizben bile birge oqa Repation, Hitation, Sensation. Я не понял, да, гуляй тогда, Желебейшн. Как вам трек? Понравился? Спрашивает Алексей. Пандемияға байланысты өзінің концерттік жұмысын тоқтатылды. Из-за пандемии концертная работа была приостановлена. Мы не знаем, когда закончится карантин, но мы все равно не сидим без дела. Учитывая реалии времени, пою песни под дамбру, делаю видео и выкладываю в ТикТок. Я чувствовал поддержку, когда меня начали приглашать на мероприятия. Поддержку оказывали депутаты, аппарат Акима. Но ключевыми фигурами в моей жизни всегда будут мои воспитатели. Бейсембинова, Алмагуль Алексеевна, и Кабасова, Жумакы Сабельдиновна, говорит Алексей. Учил меня игре на домбре Ерки Буланов, Оскар Каликайдарович. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Хорошо. О, да ты вырос. Да. Как учеба? Не забыл, как на домбре играть? Нет, не забыл. Помнишь, как я тебя научил играть первые песни? В твоем багаже они все еще есть? Хорошие наставники, которые помогали, и если всех перечислять, дня не хватит. Кто мне помогает, всем огромное спасибо. Я общаюсь со всеми, каждый день общаюсь, как только время есть, я обязательно звоню. Меня часто спрашивают, поддерживаю ли я сейчас связь с детским домом, где я жил. Обязательно поддерживаю. Каждый раз при возможности я стараюсь туда ездить, общаться с детьми и с воспитателями. Скучаю, конечно, часто там бываю, улыбается дамбрист. Алексей сейчас учится в университете, на факультете культуры и искусства, а после окончания планирует продолжить учебу. Параллельно выступает на свадьбах,
учит малышей играть на домбре. И откладывает на квартиру. Говорит, что несмотря на то, что стоит в очереди, особо на нее не надеется. Мечтаю когда-нибудь прославить Казахстан за рубежом, создать семью и стать успешным человеком в стране. И чтобы дело приносило доход и удовольствие. Мечтаю набрать свой фан-клуб. Людей, для которых мое творчество будет интересно. Я молодой и у меня все еще впереди, уверен домбрист. Алексей на своей странице в Instagram разместил видеоролик, высказав свое мнение об изучении казахского языка в Казахстане. Бір-екі күн бұрын әлеуметтік желіде бір блогер мен қазақ тілде сөйлеген ұялам деді. Бәріміз көрдік осыны. Мен оның сөзіне біраз қосылам, неге десеңіз, мен әлеуметтік желіде болсын, қоғамдық орындарда болсын, қазақ тілде сөйлегенде бәрі таңғалып қарайды. Сосын мен бір аялдамамен отырып, басқа бір аялдамамен келе жатқанда, маған бәрі былай қарайды. Дұрыс тұра алмайсың сосын. Ыңғайсызданасыз, да, ыңғайсызданамын. Сондықтан ол сөзге мен біраз келісем. Бірақ осыны бәрін ескере отырып, менің ойымша, өзінің ана тілінен ұялмау керек. Өйткені бұл сенің ана тілін, сен сөйлемесең кім сөйлейді? В нашей стране это экзотика, что русский парень разговаривает на казахском, да и не только разговаривает, а еще и играет на казахском национальном инструменте домбра. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.